Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком вот таких маленьких зайчишек. Зайки амигуруми, связанные из пряжи Нак Париж. Пряжа пушистенькая, в работе не очень простая, но я думаю, что даже начинающие рукодельницы при желании с ней справятся, потому что петли при вязании видно достаточно хорошо. Будем вязать с помощью маркера, обозначающий начало ряда, конец, и если нужно, обозначайте прибавки, и все у вас получится. Вязала я крючком номер 3. Размер моего зайчика получился 12,5 сантиметров. Я предлагаю связать такого зайчика очень простым способом. Детали пришивать не будем. В этот раз я хочу показать вам, что детали маленькие можно приклеить с помощью клея Момент. Но если вам не понравится эта идея, вы можете пришить детали обычной иглой и ниткой. Посмотрите, насколько крепко они держатся, как это выглядит, достаточно аккуратно, когда детальки приклеены. У этого зайчика я пришивала только глазки и вышивала носик с мордочкой. Мне кажется, зайка получился очень милый. Вязать его будем, начиная сверху, с головы и тела. Все это будет одна деталь. Отдельно потом свяжем лапки. Лапки вяжутся не по кругу, а по типу шнура. Я в конце покажу, как будем вязать лапки. И 2 уха. Уши тоже, кстати, приклеены. Что нам понадобится для вязания зайки амигуруми? Пряжа Нак Париж. Первого зайку я вязала белым цветом, но на видео получилось очень плохо, поэтому для данного видеоурока я взяла светло-желтый цвет. Состав пряжи полиамид с акрилом. Для одежды не знаю, насколько это подходящий, но для игрушек пряжа очень хорошая. Цвет у меня 2098. Вязать буду крючком номер 3. Помимо пряжи нам понадобится наполнитель для игрушек. Глазки-бусины, размер у меня примерно 6-8 мм, небольшие, пришивные. Крючок номер 3, 2 маркера, розовая пряжа для вышивки мордочки, клей Момент. И в этот раз я использовала тонировку. Мне понравилась такая вот тонировочка. Я знаю, что многие девочки, которые вяжут игрушки, используют тонировку. Это хороший способ подчеркнуть некоторые детали у игрушки. Для тонировки вы можете использовать сухую пастель, либо цветной карандаш. Тонировку тоже обязательно покажу, как будем делать на видео. Давайте приступим. Этот видеоурок я назвала для начинающих, поэтому в видеоуроке будет немного теории. Если вы все это знаете, вяжете давно, умеете вязать хорошо, то теорию можете пропустить. Также под видео я обязательно оставлю ссылку на описание на сайте. Если вы любите вязать по описаниям, то можете переходить по ссылке. Начинаем вязать с кольца амигуруми. Я делаю вот такую петлю. Еще раз показываю. Раз. Вокруг пальца оборачиваем. Крючок номер 3. И вяжу первую закрепляющую петлю. Вот она. Дальше в кольцо амигуруми нужно связать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Подтягиваем хвостик кольца, если необходимо. 6. 6 столбиков без накида. Теперь затягиваю максимально отверстие, чтобы внутри не оставалось дырочки. Голову зайки будем вязать по правилам амигуруми. В каждом ряду я буду прибавлять по 6 столбиков без накида. Это правило работает только для столбиков без накида. В первом ряду 6 столбиков без накида, во втором 12 столбиков без накида. Для того, чтобы получить 12 столбиков без накида, буду делать прибавку в каждый столбик. В каждую петлю предыдущего ряда буду вязать по 2 столбика без накида. Итого у меня получится 12 столбиков без накида. В третьем ряду тоже прибавлю 6 столбиков без накида, но прибавку буду делать через 1 столбик. Итого в первом ряду у меня получится 6 столбиков без накида, во втором 12, в третьем 18,
Что такое прибавка? Прибавка – это когда в каждую петлю предыдущего ряда я буду вязать 2 столбика без накида. Находим первую петлю в первом ряду и в нее вяжем 2 столбика без накида. Это первая прибавка. 1, 2 столбика. Обязательно обозначаем начало ряда. Ставим маркер в первую петлю. И дальше в каждую петлю предыдущего ряда вяжем 2 столбика без накида. 12 столбиков. 2 мы связали. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и в последнюю 11, 12. Во втором ряду 12 столбиков без накида. Видите, у меня немножко осталось отверстие. Еще раз затяну максимально этот хвостик, чтобы отверстия не было. Приступаем к вязанию третьего ряда. Маркер снимаем и в первую петлю вяжу прибавку 2 столбика без накида. 1, 2. Обязательно ставлю маркер в первый столбик. В следующую петлю прибавку не делаю, вяжу просто столбик без накида. Итого 3 столбика без накида. Теперь делаем прибавку. 1, 2, 5 столбиков без накида. Следующая петля без прибавки. 6 столбик. Опять прибавка. 7, 8. Следующий столбик без прибавки. 9. Опять прибавка. 10, 11. Следующий столбик вяжем без прибавки. 12. Прибавка. 13, 14. Следующий столбик вяжем без прибавки. 15. 16, 17. Это прибавка. И последний столбик 18 без прибавки. Третий ряд 18 столбиков без накида. Снимаем маркер. И теперь нужно будет связать 4, 5, 6, 7 ряд по 18 столбиков без накида. То есть 4 ряда по 18 столбиков без накида, также по кругу по спирали без воздушных петель подъема. Давайте свяжу с вами один ряд. 1, ставлю маркер на первый столбик. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот связала один ряд, 17 столбиков без накида. Теперь свяжу еще 3 ряда, покажу, что у меня получилось, и расскажу, что будем делать дальше. Я закончила вязать 7 ряд. Такая деталька у меня получается. Уже связана большая часть головы. В 8 ряду будем делать убавки. Убавку буду вязать через 1 столбик без накида. Давайте покажу, как буду вязать убавки. Убавки свяжу на образце
потому что на пушистой пряже достаточно плохо видно, как вязать убавки. Итак, первый вариант убавок. 2 столбика без накида с общей вершиной. Вводим крючок в первый столбик без накида, вытягиваем рабочую нить. Вводим крючок во второй столбик без накида, вытягиваем рабочую нить. Захватываем рабочую нить и протягиваем через 3 петли на крючке. Это 2 столбика без накида с общим основанием. Первый вариант убавки. Еще раз. Вводим крючок в первый столбик, вытягиваем рабочую нить. Вводим крючок во второй столбик, вытягиваем рабочую нить. Захватываем рабочую нить и протягиваем сразу через все 3 петли на крючке. Это один из простых способов вязания убавок. Второй способ вязания убавок. У нас есть петля. Петля состоит из 2 половинок, задняя и передняя половинка. Это передняя половинка полупетли, или передняя полупетля ее называют. Это задняя. Раз, два. Обычно столбики без накида, когда вяжем, захватываем обязательно обе половинки петли. Вот так. Для вязания убавок нам понадобится сейчас только первая передняя половинка. Вот это. Как вяжу убавку в этот раз? Захватываю первую полупетлю первого столбика, захватываю сразу полупетлю второго столбика. Вот так вот. Захватываю рабочую нить и вяжу обычный столбик без накида. Вот, посмотрите. Давайте еще раз распущу все, чтобы было видно хорошо. Значит, захватываю первую половинку первого столбика, полупетлю первого столбика, полупетлю второго столбика захватываю и провязываю обычный столбик без накида. Раз, два. Опять захватываю одну половинку, захватываю первую полупетлю, захватываю вторую полупетлю, захватываю рабочую нить и протягиваю сразу через все 3 петли на крючке. Сегодня будем делать убавки таким образом, захватывая только передние полупетли. Если вдруг вам этот способ непонятен, вяжите первым способом, провязывая 2 столбика без накида с общей вершиной. Вернемся к нашему зайчику. Вяжу 8 ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка. Провязывать нужно 6 раз. Первую петлю свяжу обычный столбик без накида. Раз. И поставлю маркер. Столбик без накида. И следующую буду вязать убавку. Захватываю 2 первую полупетлю, вторую полупетлю, протягиваю нить и вяжу столбик без накида. Это была первая убавка. Вяжу второй столбик без накида и вторую убавку. Раз, два, вторая убавка. Вяжу третий столбик без накида. Вот он. И третья убавка. Четвертый столбик без накида. Четвертая убавка. Пятый столбик без накида. Пятая убавка. Шестой столбик без накида. Последняя, шестая убавка. Готов 8 ряд, 12 столбиков без накида. Теперь нам нужно набить голову. Начать, вернее, набивать. Достаем наполнитель и немножко добавляем. Приступаем к вязанию 9 ряда. В 9 ряду нам нужно будет сделать 6 убавок. То есть будем убавлять все петли. Номер 1 убавка. Захватываем 2 петли, провязываем первую убавку,
и ставим маркер. В этом ряду будет 6 столбиков без накида, 6 убавок. Убавка номер 2. Убавка номер 3. Убавка номер 4. Убавка номер 5. Убавка номер 6. Девятый ряд, 6 столбиков без накида. В 10 ряду нужно тоже связать 6 столбиков без накида. Снимаем маркер. Если нужно, есть шанс еще чуть-чуть добавить наполнитель. Голова готова. Сейчас будем вязать тело. 10 ряд, 6 столбиков без накида. Один. Ставлю маркер. Два. 3. 4. 5. И 6 столбик. В 11 ряду нужно связать 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда буду вязать по 2 столбика без накида. В 11 ряду у меня получится 12 столбиков без накида. Приступим. 1, 2. Первая прибавка. Ставлю маркер. Три, 4. Вторая прибавка. 5, 6. Третья прибавка. 7, 8. Четвертая прибавка. 9, 10. Пятая прибавка. 11, 12. Шестая прибавка. 11 ряд, 12 столбиков. Сейчас нужно связать 12, 13, 14, 15, 16, 17 ряд по 12 столбиков без накида. То есть 6 рядов, 12 столбиков. Это будет как раз тело зайчика. Вяжите 12 столбиков без прибавок, убавок по спирали, но не забывайте ставить маркер, чтобы не сбиться со счета. Я тоже свяжу до 17 ряда включительно, покажу, что у меня получается. Я связала 17 рядов, тело зайчишки почти готово. Теперь можно его немножко набить. В 18 ряду нужно сделать 6 убавок. Это последний ряд тела. Делаем первую убавку. Первая убавка. И ставлю маркер. Вторая убавка. Третья. Четвертая.
5. И можно добавить еще наполнитель, если нужно. 6 убавка. Снимаю маркер и делаю соединительную петлю в следующий столбик. Вязание заканчиваем, но оставляем достаточно большую нитку. Кончик нитки оставьте побольше, сантиметров 20-30. Сейчас объясню для чего. Закрываем вязание, затягиваем петлю. В тело добавляем еще, если нужно, наполнитель. Совсем туго не набивайте, иначе у вас появятся большие отверстия между столбиками. Это будет не очень красиво. Возьму крючок чуть потоньше и теперь пропускаю нитку через каждую из 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Последняя петля, через которую я пропускаю ниточку. 6. Запомните примерно, где вот это отверстие. Затягиваем его. И желательно через это отверстие, которое мы затянули, пропустить нитку, вывести ее на том уровне, где вы хотите сделать хвостик. Примерно у меня будет 3-й ряд от конца. Вот отверстие, которое я затянула, в него протягиваю крючок и вытаскиваю нитку в том месте, где я буду вязать хвост. Вот так. Теперь я затяну отверстие максимально, распределю наполнитель. Вот такое получается отверстие. Если нужно, еще подзатяните. Будем вязать хвостик. Я взяла крючок чуть поменьше, потому что нужно будет пропустить его сквозь столбики, связать одну воздушную петлю. И теперь свяжу 3 столбика без накида с общей вершиной. Подхватывая вот так вот крючок между столбиками без накида, ввожу и провязываю один незаконченный столбик с накидом и второй полустолбик с накидом. Протягиваю через все 3 петли на крючке, ввожу следующий ряд крючок, захватываю рабочую нить и протягиваю через петли все на крючке, которые были. У меня получится вот такой маленький хвостик. Лишнюю нитку я отрежу. Теперь нам нужно спрятать в тело зайки оставшийся хвостик от нитки. Вот такой хвостик у зайчишки. И надо не забыть, симметрично относительно хвоста будем пришивать глаза, уши и лапки. Тело готово. Давайте приступим к вязанию лап. Чтобы связать лапы, сложите нитку пополам и отрежьте 4 примерно одинаковые части. Будем вязать лапы передние и задние из нитки, сложенной вдвое. Крючок номер 3. Сложила нитку в 2 раза и еще пополам.
То есть получается здесь 2 нитки, здесь 2 нитки. И в середине примерно делаю обычную петлю первую. Я делаю вот так. Складываю крест-накрест нитку, захватываю. И это моя первая петля. С двух сторон примерно одинаковые отрезки нити. А теперь смотрите, буду вязать шнурок. Накидываю первую нитку на крючок, вторую нитку поднимаю сзади, захватываю ее и протягиваю через все 2 петли на крючке. Это первый столбик. Накидываю нитку, та, которая снизу, захватываю нитку сверху, протягиваю второй столбик. Накидываю нитку снизу, захватываю нитку сверху, третий столбик. Накидываю нитку снизу, которую захватываю сверху, четвертый столбик. Накидываю нитку снизу, захватываю нитку сверху, пятый столбик. 5 столбиков. Это готова передняя лапа. Захватываю все 4 нитки и протягиваю их через последнюю петлю и затягиваю. Вот такая у нас будет лапа. Свяжите еще точно такую же лапу переднюю из 5 столбиков и отрежьте нитку. 5 столбиков это передняя лапа. И свяжите 2 задние лапы. Задние лапы будут точно такие же, только у них будет по 4 столбика. Свяжу еще раз. Первая, верхняя нитка и нижняя. Значит, накидываю нижнюю нитку, захватываю верхнюю и протягиваю первый столбик. Накидываю нижнюю, захватываю верхнюю, второй. Накидываю нижнюю, третий, четвертый, 4 столбика. Это будет задняя лапка. Она получается маленькая, но пушистенькая. Приступаем к вязанию ушей зайца. Я нарисовала схему с условными обозначениями. Я также прикреплю, вы посмотрите. Начинаем вязать с цепочки из воздушных петель. Вот это начало. Набираю 8 воздушных петель и 1 воздушную петлю подъема. Итого 9. Во вторую петлю воздушную от крючка вяжу первый столбик без накида, в следующую, в третью вяжу второй столбик без накида. Далее 4 полустолбика с накидом, в следующую петлю столбик с 2 накидами и в первую самую воздушную петлю цепочки нужно связать 5 столбиков с 2 накидами. Дальше поворачиваем вязание и обвязываем эту же самую цепочку с обратной стороны. Столбик с 2 накидами, 4 полустолбика с накидом и 2 столбика без накида. Соединяем, ухо готово. Теперь давайте посмотрим, как будем вязать. Набираем 9 воздушных петель. Первая петля, затягиваем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Первую пропускаем, во вторую петлю вяжем первый столбик без накида, в третью вяжем второй столбик без накида. Теперь нужно связать 4 полустолбика с накидом. Делаем накид, вяжем первый полустолбик, накид, второй полустолбик, накид, третий полустолбик, накид, четвертый полустолбик. В предпоследнюю воздушную петлю вяжу столбик с 2 накидами, 1, 2, 3. И в самую последнюю петлю цепочки вяжу 5 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3,
4, 5, поворачиваем вязание. Напротив столбика с 2 накидами вяжу столбик с 2 накидами. Дальше 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3, 4, 2 столбика без накида. 1, 2. Соединительный столбик, самый первый столбик. Получилось такое ушко. Теперь мы делаем последнюю петлю, оставляем небольшой хвостик. Протягиваю на изнаночную сторону и здесь сделаю узелочек, чтобы закрепить вязание. 1, 2. Кончик нитки можно спрятать в голову зайца. Свяжите точно такое же второе ухо. Когда все детали будут готовы, начинаем их приклеивать или пришивать. Сейчас я покажу, как я это сделала. Как приклеивать детали и осуществить сборку игрушки, я покажу на белом зайчишке. Приступим к приклеиванию ушей. Я специально булавочками французскими себе отметила, где у меня перед зайки, где я буду вышивать глаза, и, соответственно, симметрично нужно будет приклеить уши. Открываем суперклей, капаем 2 капли, чтобы закрепить узелок. И теперь несколько капель клея для того, чтобы приклеить ухо. Первое ухо. И рядом клеим второе ухо. Клей можно немножко добавить или наоборот убрать, если лишнего. Уши приклеились. Теперь буду приклеивать лапы. Передние лапы чуть-чуть отвожу назад. Вот так вот. И намечаю, как я буду их приклеивать. Ввожу вот в самый кончик, самую последнюю часть петли ввожу иголочку. Точно так же беру вторую лапу и сделаю ее симметрично, намечу. Проверяю спереди. Вот, лапки вроде стоят одинаково. Сейчас капну также каплю клея. Вот смотрите, иголочка держит, и вот сюда, в подмышку, так сказать, зайки, можно капнуть капельку клея, и лапки приклеятся ровно туда, куда я хочу. Немножко подержать.
все нитки я буду прятать в тело зайки крючком. Точно так же поступим с задними лапами. Наметим, куда их лучше приклеить. Ну, задними лапами проще, можно просто с краю от хвоста взять их и приклеить одинаково с правой и с левой стороны. И по краю от хвостиков они отлично сядут на клей и будут прямо на месте, там, где и должны быть. Лапка раз. Я делаю, чтобы они обнимали тело, задние лапки. Давайте приступим к вышиванию мордочки. Оставлю булавку центральную, чтобы ориентироваться и симметрично пришить глаза. Глаза я пришиваю между 4 и 5 рядом сверху. То есть отсчитываю примерно 4 ряда, между 4 и 5 пришиваю глаза. Для этого взяла обычную черную нитку, ввожу ее с противоположной стороны головы. 1, 2, 3, 4. Так, вот сюда. И пришиваю бусинки. Отверстие у глаз должно лежать параллельно нашей мордашке. Вот так вот. Чтобы они впереди не высвечивали, чтобы их не было видно впереди. Спрячем отверстие по бокам. Нитка сзади остается. Вот она висит. Протыкаю по очереди один глаз, второй глаз и потом затягиваю нитку. Далеко нитку вводить не нужно, чтобы она сбоку потом не оставалась, чтобы ее было незаметно. Когда глазки пришиты, выводим нитку на обратную сторону, тоже отверстие, где было введено начало нити. Вот оно здесь. Отрезаю лишнюю, завязываю узел и заодно затягиваю максимально, насколько это возможно. Отрезаю нитку, прячу внутри зайки вот эти черные хвостики. Глаза готовы, осталось вышить носик. Для этого я подобрала нитку цвет моей тонировки. Прямо под глазами начинаю вышивать нос. Сначала он будет шириной в 2 столбика. С обратной стороны нитку оставлю. Нос шириной в 2 столбика. Первый стежок. Следующий стежок нужно сделать чуть-чуть поменьше.
Зайчик практически готов, осталось сделать ему тонировку. Тонировку можно сделать из любого карандаша, либо из сухой пастели. Чем-то острым или лезвием нужно сделать стружку. И взять кисть обычную, немножко вот так вот ее собрать и наносим в те места, где вы хотели бы создать немного цвета. Побольше пастели в глубине уха. Обязательно щечки. Тонировочка готова. Зайка тоже готов. Первый зайчик и второй зайчик. Зайка получается очень простой. Минимум пришивания деталей подходит для начинающих рукодельниц. Я надеюсь, вам понравился мой видеоурок. Вы обязательно себе свяжете себе или на подарок такого милого зайчишку. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будем вязать еще много интересных зверей и вещей, не только для начинающих рукодельниц. Пишите свои вопросы в комментариях. Если что-то непонятно, я стараюсь отвечать на все ваши вопросы. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.